Всем привет! Сегодня мы покажем вам основные правила сборки красивого букета. И для того, чтобы ваш букет состоялся, вы прежде всего должны обратить внимание на его цветовую гамму. И всегда первое, с чего вы начинаете, это с подборки цветов для вашего букета. Мы сегодня взяли розовую гамму с малиновыми оттенками. Это и по заказу клиента, и также, в принципе, эта цветовая гамма является одной из самых популярных среди наших покупателей. И далее мы подобрали цветы. Это у нас пион, сорт гордения. Он раскрывается более светлым оттенком, а снаружи он вот такой вот ярко-розовый. Далее сорт пиона Сара Бернар, Лизиантус Алиса Априкот. Вот такая вот розочка кустовая у нас будет. Это Леди Бомбастик роза. В качестве дополнительных зеленых вставочек мы будем использовать цветок Хелиборус. Он выступает и как зелень, и в то же время как цветок. И как малиновые акценты мы будем использовать вот такую вот малиновую фрезию. Это сорт Purple Rain. Итак, наш букет, как вы видите, состоялся по цвету и по содержанию. А теперь самое главное – это сборка букета. И, как правило, начинающим флористам очень сложно определить точку спирали для того, чтобы ваш букет был воздушным, чтобы он был живым, чтобы у каждого цветка было свое пространство. В качестве совета, так как эвкалипты это очень дорогая зелень, и для того, чтобы ваш букет был по диаметру большим, да, и живым, мы предлагаем в центр ставить вот небольшой кружочек из зелени, более дешевый, но такой, как, например, фисташка. И когда вы начнете формировать ваш букетик, вы должны прежде всего обратить внимание на длину стеблей самого невысокого цветка по стеблю. Вот в данном случае у нас это роза и фрезия, для того, чтобы они потом не утонули в вашем букете. То есть вот посмотрите, да, наименьшей, как бы я сказала, точкой спирали вот по длине может быть приблизительно вот здесь. Тогда, когда вы начнете набирать вашу зелень, то вы, соответственно, тоже должны уже определиться, какой высоты вы можете набрать фисташку, которая будет у вас внутри придавать объем вашему букету. И начинаете вы, соответственно, всегда начинаем мы работать с зеленью. Вы собираете вот такой кружочек, да, вот. А как в зависимости от количества цветков понимать, где взять спираль? Ну, изначально для начинающих это может быть не самая простая задача, поэтому в качестве совета возьмите спираль как можно ниже, потому что поднять спираль вы всегда сможете, и ко всему прочему, если вы будете упаковывать ваш букет в крафт, вы сможете его поджать немножечко крафтом, тогда он уже будет у вас соответственно более плотным, потому что вот, например, наши клиенты, они любят плотные букеты и в то же время, чтобы они были живыми. Поэтому задача это не из простых, но реально выполнимая при достаточном времени тренировки. Вот мы берем нашу фисташку, да, собираем, соответственно, в спиральной технике. Собираем вот такой небольшой букетик из фисташки. На самом деле, со временем вы уже примерно будете понимать, где вам брать точку спирали, потому что когда вы набьете руку и вам клиент будет говорить о том, что ему необходим букет на 3000 или на 5000 или на 10 тысяч, вы уже будете иметь представление, какой этот букет по итогу будет по объему. Соответственно, вам будет проще сразу же брать спираль в нужном месте, потому что вы будете понимать, что на определенную сумму у вас будет уходить такое-то количество цветков примерно, и, соответственно, по объему букет будет вот таким вот. И вы уже это будете все представлять наперед. Это приходит все с опытом, поверьте. Чем больше букетов вы сделаете в своей жизни, тем лучше вы будете чувствовать и понимать любой букет. Ну вот мы собрали в спиральной технике. Это фисташка. Вы видите, что круг у нас получился не идеальным, потому что у нас есть другая зелень, у нас есть еще эвкалипты. Вот этот эвкалипт, посмотрите, он тоже очень высокий, поэтому вы можете заведомо посмотреть, да, можно ли его разрезать на две части. Ну вот здесь, конечно, сомнительно. Сейчас посмотрим другой, жалко его разрезать.
Ну, вот. Всегда прикладывайте и зелень, да, и цветы по зелень. нескольку раз. То есть не торопитесь, все замеряйте, чтобы ни в коем случае никакой цветочек и никакой листик не был потерян. Ну вот здесь вы можете, да, вот разрезать на 2 части без потери для эвкалипта. Соответственно, формировать ваш кружочек. Я всегда советую начинающим флористам начинать с зелени. Если вы сделаете кружочек из зелени, потому что, как вы сами понимаете, основными правилами любого букета является его форма, цвет и содержание, потому что одно дело вы собираете букет в тишине, а другое дело, когда перед вами стоит клиент, смотрит на вашу работу, и вам нужно быстренько составить ему красивый, достойный букет. Как говорят клиенты, самый красивый букет. Поэтому, если вы будете начинать с зелени, то зелень вам всегда поможет составить форму вашего букета. А если вам еще сложно определиться с цветом и с содержанием, то сейчас очень большое количество фотографий в открытом доступе. И для начала вы можете копировать какие-то варианты. Ну вот тоже посмотрите, да, хелоборус в принципе можно и разрезать, а можно и вот оставить его так, как есть. Вот мы все продолжаем с вами дополнять наш круг, видите? И обратите внимание, что фисташка это лишь дополнение и основа нашего букета, то есть как каркас, поэтому она по уровню всегда ниже другой зелени, то есть эвкалипты и хелиборус у нас будут чуть-чуть вылезать над цветочками, это будет давать дополнительный воздух, а фисташка служит только внутренней основой, она служит распоркой, таким образом вам будет проще составить букет, потому что зелень не будет давать цветам сомкнуться между собой. И это очень важно, потому что иногда смотришь на букет, и цветы в нем действительно не дышат и стоят очень плотно. И плюс от этого зависит объем вашего будущего букета. Да, ну вот посмотрите, да, вы работая уже с другой зеленью, у вас диаметр получается все больше, больше и больше, да? Также зелень позволяет сделать ваш букет более наполненным, чтобы не было в то же время больших дырок между цветами и чтобы он не выглядел пустым, как это тоже иногда бывает. Вот, посмотрите, наш букетик из зелени уже готов. Еще раз. Нижний уровень – фисташка, верхний уровень – красивая зелень, которая будет немного стоять над цветами. Фисташка тоже немножечко видна, вот если заметите, если вам она совсем не нравится, вы можете ее подрезать, но вот так как тут выпирают очень такие нежные листочки, то я ее вот на сей момент оставлю. И по форме мы имеем круг, потому что мы сейчас с вами будем собирать круглый букет. Ну а теперь, как всегда, мы будем начинать с вами с кустовой розы, которая нам поможет тоже и поджать, где у нас немножечко выпускается зелень, нарушая круг, форму нашего букета. Ну и, соответственно, ее на данный момент у нас больше всего. И тут срабатывает правило, что всегда необходимо в первую очередь работать с одним цветком, потом с другим и потом со следующим. Да. Вот, посмотрите, да, соответственно, мы с вами взяли вот точку сборки вот здесь, да, чтобы наш цветочек был виден из зелени, потому что в любом случае зелень, она, конечно же, присутствует в любом букете, но все равно основным цветком или доминирующим у вас будет в букете всегда цветок, а не зелень, да. Очень просто, да, вот у меня, предположим, здесь находится 5 роз, да, если у вас в букете 5 роз, то я вам советую пройти по кругу вашего букета, смотрите, да, посмотреть, соответственно, где у вас розочка не очень объемная, чтобы она не портила вашу форму, да, проходите по кружочку вашего букета. А уже 5-ю розочку вы поставите в центр, потому что эта роза должна быть видна со всех сторон, включая центр вашего букета. Вот я прошлась по кругу, да. Если вам удобно
вы можете закрепить, потому что, конечно, пока вы не научитесь перехватывать, желательно фиксировать каждое положение ваших цветочков в нашей точке спирали. Как мы ставим сейчас пятую розу? Мы ее ставим чуть-чуть наискосок. То есть мы не ставим цветы крестом. Это на самом деле большая ошибка, потому что нельзя, чтобы букет имел максимально правильную форму. То есть у нас пятая роза попадает в центр, но в то же время она немножечко сбоку. Да, у нас есть вот этот крестообразный рисунок, но он не четко читается. Ни в коем случае не ставьте цветы по четкому рисунку, и тем более, когда вы работаете, например, с одноголовыми розами. И все помним, да, что мы при составлении букета, так или иначе, опять букет визуально делим на 4 сегмента, и из каждого сегмента цветок должен смотреть из круга. Вот понимаете, вот он смотрит у нас из круга, чтобы как бы не поставил ваш букет клиент, все цветы должны смотреть непосредственно на него. То есть мы всегда стараемся найти лицо цветка, и цветочек должен быть обращен на человека. То есть вот, видите, он сейчас смотрит на нас. Вот. Так вот он, мы все видим, что цветок от нас отвернулся. И вы при составлении букета всегда должны ставить его лицом на себя. Ну вот мы расставили наши розы. Теперь приступаем к пионам. У нас 7 штучек. Да. Возьмем такой красивый. Сразу можете на противовес вашей розе, смотрите, кустовой, но в другой уже сегмент, соответственно, поставить пион. Смотрите, мы расставили основные цветы, розы и пионы. И пионов у нас было 7 штук по бюджету, да. И вот обратите внимание, что мы сделали внутренний кружочек небольшой из пионов, да, соответственно, и поставили по внешнему кругу пиона. Если вы будете смотреть на свой букет, вот в любой проекции, самое главное, чтобы они нигде у вас не стояли по одной линии. Посмотрите, вот я повернула к вам, вот здесь треугольничек у нас не по одной линии, вот здесь тоже все равно так или иначе получается треугольник, вот здесь вот такой треугольник. То есть вы обратите внимание, да, что они нигде у вас не стоят по одной линии. Что очень важно, почему я и говорю, начинайте всегда работать с одним цветком, потом с другим, потому что если вы, будучи начинающим флористом, хотите воспользоваться последовательной техникой, то, как правило, у вас никогда изначально или сразу не получится правильного распределения цветка, потому что одно из правил любого букета, чтобы он визуально нравился людям, это правильное распределение цветка или рисунок букета. А рисунка начинающий флорист может добиться только в том случае, если он будет работать последовательно с каждым из цветков вашего букета. Ну а теперь посмотрите, у нас есть пустоты, и пустоты эти не случайны, потому что у нас еще есть лизиантусы и, соответственно, фрезии. Фрезия более нежный цветок, она занимает меньшее место, поэтому мы начинаем с вами с лизиантусов. Ну и, соответственно, забиваем уже те пустоты, которые у нас образовались. И ко всему прочему, так как у лизиантуса есть колокольчики, то старайтесь тоже его распределить по букету таким образом, чтобы колокольчики у вас не были только на одной стороне, а чтобы они точно так же были правильно распределены по форме вашего букета. И все колокольчики точно так же, как и все цветы, должны у вас смотреть из круга. Обязательно, да. Вот посмотрите. Смотрите, какой у вас тут по прямее, какой посимпатичнее, чтобы поставить обязательно в центр, потому что в центре тоже должен присутствовать колокольчик. Вот сейчас мы с вами доставляем фрезию, уже тоже по принципу заполнения оставшихся пустот. И очень важное правило при постановке любого цветка, что вы должны букет
перехватывается обязательно. Фрезию можете поставить чуть-чуть повыше. Собрали наш букет в бело-малиновой, розовой гамме. И обратите внимание, мы с вами взяли спираль вот на возможную высоту стебля, чтобы вы могли букетик поставить в вазу. Но если вы не смогли правильно рассчитать количество цветов, да, заведомо, и вам хочется, чтобы ваш букетик был поплотнее, то вы можете закрепить его чуть-чуть повыше. Вот посмотрите, да, вот я его закрепила чуть повыше, и он стал намного плотнее, смотря какую цель вы преследуете, да. Но вот мы преследовали цель, чтобы наш букет дышал, вот чтобы он был вот такой, вот дышащий, потому что немножечко еще распустится фрезия, соответственно, пион может подраспуститься, поэтому, знаете, вот наша цель была такая. Но если вы хотите более сжатый букет, то вы можете поднять спираль, и, соответственно, под бумагой это будет не видно. Или более плотной бумагой тоже, соответственно, его вот так вот поджать, и он у вас будет более плотным. Ну вот наш букетик получился таким. Все цветочки у нас смотрят из центра. Все цветы более или менее равномерно распределены по кругу, да, при любом повороте вы видите абсолютно весь набор, который есть в вашем букете. Это очень важно, что при любом повороте букета вы видите абсолютно весь набор. Заключительным моментом при сборке вашего букета является упаковка. Вот, посмотрите, мы подобрали вот такую вот мятную, потому что букет у нас нежно-яркий, и эта упаковка, она оттеняет и в то же время служит хорошим фоном, что все цветочки очень красиво смотрятся на ее фоне. Вот, и подвязали атласной ленточкой. Вот такой красивый у нас получился букет.